Держись от них подальше. О ком же речь? Давайте-ка разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который, возможно, не так давно либо приняли какое-то важное для вас решение, либо сейчас находитесь в раздумьях, делать, не делать что-то, да, вот, допустим, там переехать, не переехать, разойтись, не разойтись. Ну, давайте уточним немножечко, с чем это может быть связано. Да, это может быть связано и с работой, какие-то рабочие моменты, да, может быть, принять предложение, не принять по работе, да. Здесь и обман, здесь по поводу какого-то обмана, возможно, вы разоблачили какого-то человека, да, вот говорить, не говорить об этом, даже это может по работе проиграться. У кого-то это может личная жизнь проиграться, допустим, вы с женщиной, да, и вы узнали об обмане каком-то, и вы думаете, уходить, не уходить, да, вот выдавать себя, не выдавать, что я знаю, и так далее. То есть вы вообще человек, который, если принял какое-то решение, ну, здесь уже все, здесь уже я не знаю, что нужно сделать, чтобы вы передумали. Это нужно очень сильно постараться. Вы можете долго взвешивать, долго думать, но если вы приняли решение, то это все. Возможно, вы сейчас вот либо находитесь где-то в поездке, либо, может быть, собираетесь в поездку, да, в командировку, либо же это какой-то переезд. Может быть, вы на отдых какой-то собираетесь, либо недавно приехали. Но это будет чуть попозже еще. Вот кто планирует, то я думаю, что ваша поездка перенесется. Может быть, даже немножко не в тот момент, когда вот вы планируете, чуть позже будет. Есть переживания по поводу личной жизни, по поводу женщин и по поводу того, что вам все как-то продуманные, все корыстные дамочки попадаются и несерьезные. Вам хочется любви, вам хочется семьи, ну как минимум серьезных отношений. Вы устали от одиночества, вы реально уже потеряли как-то, может быть, даже у кого-то проиграется, вы потеряли смысл в жизни, потому что в женщинах есть такое тотальное разочарование. А семьи-то хочется, а любви-то хочется. И у вас такая, может быть, даже немножко тупиковая ситуация, что ну где взять женщину, где взять достойную, непродуманную, не та, которая охотница за деньгами, за квартирами и так далее. Возможно, даже у вас уже была такая история, когда попадалась женщина, корыстная женщина, которая ориентированная на деньги. Может быть, даже не единожды у кого-то была такая женщина, поэтому у кого это проигрывалось 2-3 раза, да, может быть, у вас несколько отношений было. Но здесь вообще такое разочарование из разочарований. Здесь просто уже опускаются руки. Вы человек, который не всегда видит возможности. В принципе, вы это знаете, вы понимаете, да? Это касается либо чего. Хоть работы, хоть, там, я не знаю, новых знакомств. Вот, ну, к примеру, да, чтобы было понятно, о чем я говорю. Возможно, это еще связано с вашим таким грустным, депрессивным настроением. То есть, если взять вот личную жизнь, да, вот и вы, допустим, одинокий человек, и вы могли бы познакомиться, да, это то, о чем я говорю. Есть возможности, есть много женщин, но вы не хотите замечать эти возможности, вы не хотите замечать этих женщин. Вы настолько подавлены, может быть, разочарованы. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, какое сейчас у вас настроение и вообще отношение к женщинам. Есть разочарование такое в женщинах, тотальное, или же все-таки лучик надежды еще теплится в вас? Так, что еще? Часто ностальгируете, часто вспоминаете. Вспоминаете былых людей, может быть, былые ситуации. Вы не, возможно, даже среди вас есть те, кто не отпустили прошлое, прошлую женщину, прошлую любовь, прошлые отношения. В этом еще тоже может быть загвоздка, почему вы не хотите подсознательно вступать в новые отношения.
Вы довольно неплохой любовник. Для кого-то это может быть открытие, да. Но опять-таки, вы будете хорошим любовником только с теми, кого вы любите по-настоящему. Лишь бы с кем, да, у кого бывают там, может быть, романчики периодически в жизни, там кто-то для здоровья и так далее, да, ну то есть мы не будем каждого личную жизнь рассматривать, разные бывают у вас ситуации, и вы об этом знаете, но никогда вы не будете стараться, если это просто какой-то романчик. Вы человек щедрый. Вы, в общем-то, не имея даже прям супер больших доходов, вы всегда поделитесь, если у вас кто-то попросит. Другое дело, что, к сожалению, не всегда могут долги отдавать. Это уже, конечно, печалька. Но как бы вас жизнь не учила, вы все равно как одалживали, так и одалживаете. Ну, потому что уж такой вы щедрый человек и добряк. У кого-то из вас, возможно, сейчас стоит еще на кону, ну, реально поменять место работы. Возможно, как раз его вы и обдумываете, вот этот момент, да, потому что там могут быть довольно неплохие заработки, могут быть, ну, такие более перспективные моменты, может быть, даже, ну, какая-то такая начальственная, очень прибыльная должность. Вот как-то так, если коротко. Давайте, мои хорошие, разбираться, от кого же вам нужно держаться подальше. И я буду разные ситуации, в принципе, как всегда, называть. Вы переворачиваете под себя, кому что подходит. Итак, скажу так. Ребята, которые связаны с формой, с армией, мои ребята, да, есть в вашем окружении крыса. Я такую крысу обычно так и называю, но по-другому никак. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не было подставы, чтобы не было стукачества какого-то, потому что из-за этой крысы можно попасть в какую-то опасную историю. Поэтому возьмите себе на заметочку. Человек, ну так, коротко опишу, человек может быть вспыльчивый, человек может быть такой колкий, за словом в карман не лезет, активный, ну такая взрывная у него энергия какая-то, может быть нервный чересчур. Моложавый — это не мужчина, которому там от 40 и выше. Нет, он скорее до 40, то есть он моложавый, но он может нести вам большую-большую опасность. Поэтому, ребятушки, обратите внимание, у кого это проиграется, подумайте, кто это, что это, и эту крысу нужно как-то вычислить и утилизировать. Да? Что я могу сказать? Далее. Есть в вашем окружении женщина, которая очень сильно распускает о вас гадости. Что за женщина? Давайте уточнять. Это женщина, с которой вы разошлись, это женщина, с которой вы поставили точку. Но дело в том, что здесь, смотрите, история какая. Вы-то поставили точку, а она для себя нет. Она, возможно, даже хотела с вами помириться. Это женщина, которой тяжело. Когда-то она летала, как бабочка порхала, но еще каким-то образом вы с ней можете общаться. Опять же, у каждого это свои моменты будут, да, по жизни. Но вот она могла даже либо как-то намекать о примирении, либо как-то себя вести, что вы поняли, да, что вот она делает какие-то шаги, даже это, если пусть будут робкие шаги, но она пыталась как-то помириться, может быть, сейчас у кого-то пытается. Так вот, знаете, женщина это делает не просто для того, чтобы там быть с вами, потому что она вас любит. Просто ей сейчас стало туго и тяжело в жизни. Просто потому что она осталась никому не нужна. Просто потому что ее больше никто не любит до такой степени, никто не кружит. И вообще как-то вот все женихи поразбегались. Вот парадокс, да, ну, бумеранг в действии, обычно я это называю. Поэтому как-то вот у нее жизнь усложнилась. Бумерангов все больше и больше. У нее могут быть даже проблемы по здоровью. У нее могут быть отсутствие даже друзей. Вот в таких ситуациях обычно разбегаются и друзья.
Будет у нее одиночество, и это ее удел. Поэтому она и хочет к вам как-то проявиться, либо уже проявлялась, но поскольку вы не ведетесь, возможно, вы ее даже заблокировали после того, как она попыталась к вам как-то проявиться, да, потому что ваша боль и обида уж слишком сильна. Либо же вы как-то, может быть, резко ей ответили. Может быть, захлопнули там дверь перед носом, либо прошли мимо. Опять же, у каждого по-своему. Поэтому она пытается распускать гадости, она сплетничает, она наговаривает на вас. И если она еще проявится хоть как-то в вашей жизни, ну, старайтесь держаться подальше, потому что это, ну, гнилой человек. Ну, уж простите, я по-другому не могу назвать. Далее, от кого еще нужно вам держаться подальше? Смотрите, это касательно финансов, денег. Если у кого-то из вас проигрывается, возможно, у вас с кем-то дело есть свое, да, либо вы хотите начать свое новое дело, потому что сейчас кризисных моментов очень много во всем мире уже. Есть какой-то, вот, может быть, это ваш друг-приятель, это может быть какой-то потенциальный будущий компаньон, вы его рассматриваете, либо же он уже есть вашим компаньоном. Человек неискренний. Ну, вот по дьяволу здесь даже не о чем даже говорить. Человек неискренний, человек может накрывать на деньги, человек может делать всякие разные нехорошие вещи касательно финансов, какие-то манипуляции, да. То есть, может быть, чтобы себе больше взять прибыли, а вам поменьше. Вот даже вот такие моменты, либо еще что-то другое. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Если вы планируете с этим человеком, но еще ничего не имеете, ну, лучше поменять свои планы, лучше рассмотрите кандидатуру кого-то другого, но только не этого человека, от которого можно ожидать нож в спину. Если вы сейчас уже с таким человеком разоблачите, я думаю, вы его все-таки разоблачите, и вы действительно, вы сами даже не захотите с ним общаться, хотя будет тяжело. Потому что это может быть даже ваш какой-то, ну, такой, либо давнишний друг, если вы уже, да, вот с ним ведете какой-то бизнес, к примеру. Будет тяжело поначалу, но вы свыкнетесь, потому что вот эта мысль предательства, она для вас, ну, будет как дамоклов меч. Для вас предательство это неприемлемо ни в семье, ни в бизнесе, нигде. Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны. Кого еще нужно держаться подальше? Давайте-ка посмотрим. Так, смотрите, в вашем окружении есть женщина, которая такая, она вся одинокая. Ей так хочется приключений. Она может по-разному к вам пытаться подкатить. Она может по-разному пытаться вас заарканить. Но говорю сразу, что она не серьезная, а вам такая не нужна. Вы человек серьезный, и вам нужны женщины для серьезных отношений, для создания семьи, да? А вот она такая вся одинокая, грустная, печальная, никому, ну, знаете, как никто меня не любит, никто не приголубит, вот из этого. И смех, и грех, одним словом, да, хотя, может быть, смешного и мало. Но ей нужен мужчина просто для того, чтобы она не была одна. Просто мужчина для приключений. У нее нет никаких планов выйти замуж, нет планов серьезных отношений. Вы это почувствуете, вы сами будете ее, когда она будет к вам. Может быть, уже у кого-то такая особа клеится, темноволосая, стройная, такая хрупкого, может быть, телосложения, среднего возраста, может быть, даже меньше, чем средний возраст. Вы это как-то даже прочувствуете, может быть, по ее повадкам, может быть, по ее каким-то шуточкам, прибауточкам, там, ну, либо еще какие-то вот эти вот флирты, да, потому что флиртовать тоже можно по-разному. Поэтому все-таки, я думаю, вы прочувствуете. Если еще не прочувствовали, то, я думаю, вы поймете, о ком это речь. Вы сами мягко ее отошьете. Вы не захотите с ней быть, потому что, ну, опять же, это не ваша история, это не ваш вариант. Потому что просто я хочу вас предостеречь. В таком случае, если вы попадетесь на удочку вот такой несерьезной дамы, да, а вы-то у меня парни серьезные, есть вероятность, что вы просто влюбитесь
влюбитесь, и неважно, да, вот в саму женщину, она вас постелью возьмет, там, либо же два в одном, а потом вы узнаете, либо же поймете, да, либо она сама вам скажет, что нет, мне семья не интересует, мне достаточно просто свободных отношений. А вы-то влюбитесь. И еще одна травма. Оно вам надо, ребят. Поэтому вот от такой дамы точно держитесь подальше. Еще кто? Ну вы прям у меня на расхват, ребят. Ну что это прям происходит? Смотрите, вами заинтересуется одна дама, которая, возможно, даже будет замужем. Ну, либо же это гражданский брак. У кого-то, может быть, уже дама такая проявляет к вам активность. Причем она такая, знаете, только муж куда-то в отъезд, там, в командировку, может быть, по работе он как-то связан с отъездами. И она начинает вот как-то вас, либо будет начинать активно вас атаковать. Женщине просто хочется приключений, женщине хочется каких-то, я не знаю, ярких эмоций, да, вот уехал, ну, как в анекдоте, да, уехал муж в командировку, и ей сразу захотелось да, ей нужны тайные отношения, но это не для вас, меня уже это радует, что вы тоже, опять же, да, могут у кого-то проиграться такие легкие романтические отношения, поскольку вас много, да, а вот кто-то и клюнет просто так, чтобы не быть в одиночестве. Такое тоже может быть. Но, скорее всего, большинство из вас не пойдет на это. Во-вторых, эта женщина не свободная, а для вас это, ну, такой пунктик, да, потому что есть такая мысль, что я семьи не разбиваю. И даже если она сама клеится, если она что-то там сама хочет, вы понимаете, а вдруг узнает мужа, а вдруг ему донесут, там расскажут, ну потом проблем не оберешься, даже этот момент. Поэтому и держитесь подальше от такой дамы, хотя она тоже будет довольно неплоха собой, эта дама, но она знает, опять же, что она красотка. Она знает, что мужчины готовы на многое ради нее, потому что вы у нее не первый, с кем она хотела бы пороманить. Она периодически так ходит направо-налево, просто для развлечения. Ну, называется «Уехал муж в командировку», как в анекдоте, да? Поэтому, ребят, просто не попадитесь в эту ловушку. Ну, что я вам хочу сказать, мои хорошие. И вообще, так знаете, просто резюмируя. Я бы вам советовала всех людей, которые хоть как-то пытаются агрессировать в вашу сторону, хоть как-то пытаются повышать голос на вас, скандалить, да, вот какие-то конфликты создавать. Держитесь от них подальше, потому что эти люди, ну здесь даже не ходи, к гадалке не ходи, как говорят, эти люди однозначно к вам хорошо не относятся. Поэтому все, кто повысил на вас голос, все, кто там кричит, скандалит, пытается наезжать, какие-то там подставы делать, всех лесом. Это маленький вам совет. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!